Друзья, всем привет! Серферы-бездельники 9 моноэфир решил я провести для вас по итогам сегодняшних событий, потому что ночь в Киеве была тяжелая, может быть даже одна из самых тяжелых, потому что на моей памяти это был один из самых таких больших обстрелов, больших по такому количеству баллистики, которая прилетела в Киев. Во всяком случае, вокруг моего дома на 360 градусов летела, падала, палала, поэтому ночь была, как говорится, незабываемой. И, как вы знаете, Русня в очередной раз отличилась, попала по церквям, по культурным памятникам, попали в Лавру, в Успенский собор, видел своими глазами. Буквально там через пару секунд после прилета видел, как там все разгоралось. И попали на киностудию Довженко, сгорели там 100 тысяч костюмов. Попали в Днепре в органный зал, который в церкви старинной был расположен. И попали в художественный музей в Харькове еще вчера. И абсолютно, как бы понятно, закономерно, потому что это такая, по всей видимости, месть за то, что там дрон, сбитый российским рэбом, прилетел в Севастополе в картинную галерею, где панорама Севастополя описывающая времен Крымской войны в середине 19 века была. И вот, похоже, они таким образом решили мелко подло отомстить. Только разница в том, что прилет украинского дрона там, очевидно, никаких намерений не имел, потому что Украина, в принципе, отличается, мягко говоря, щепетильностью в нанесении ударов. И эксцессы, если которые там происходят, очевидно, что это эксцессы. А россияне, как вот в ходе этих ударов по Киеву, которые мы сегодня наблюдали, значит, отличаются вот этим звериным своим подходом, когда сносится все, что там попадается, не попадается. И такая активизация, которая вот произошла, она неизбежно связана, как я уже говорил, на протяжении последних недель, с ускорением процессов, связанных с необходимостью как бы сторон зафиксировать убытки и свои прибутки там, да, то есть выходить в ситуацию как бы мира, и мы видим, как эти процессы начинают как бы вот стремительно складываться. Прежде всего из-за того, что на носу выборы в США парламентские, и Трампу необходимо спешить, потому что штанга, как я ее называю, бетонная штанга Ирана, существенным образом повлияла на расклад и на позиции самого Трампа. У него просто сумасшедшее было падение рейтинга и уровня доверия со стороны избирателей. И поэтому необходимо быстренько обрубать все косты, как говорится, все тяжелые темы, которые не позволяют, собственно, попытаться форматнуть ситуацию таким образом, чтобы минимизировать издержки, связанные с парламентскими выборами в США, и, как следствие, получить задел на вторую половину каденции Трампа. И я не подвис? Не подвис. На вторую половину каденции Трампа и попытаться, так сказать, сохранить власть в той или иной конфигурации. И значит, и тут пишет, как это вы, Юрий Витальевич, наблюдали, как это все падало вокруг дома, если должно было сидеть в убежище ради нашего спокойствия. Во-первых, оно начало лететь все как-то там быстро, как бы там, да, потому что ракеты должны были крылатые прийти позже, и не была понятна плотность как бы огня. А когда оно все полетело, то никакого смысла уже бежать не было, потому что оно уже и так прилетело. Это во-первых. Во-вторых, когда в Тринити прилетела ракета, то, это жилищный комплекс Тринити в киевляне знают. Когда прилетела ракета, то она пролетела спокойно в паркинг, пробила там 2 этажа этого паркинга, и там сгорела куча машин. Поэтому это такое себе удовольствие
сомнительная, скажем так. Если баллистика прилетит, то прилетит. И не знаешь, где выиграешь, где проиграешь. Поэтому мы никуда не побежали, сидели. В следующий раз там, может, семью выведу, но, значит, в этот раз не побежали. Я даже в 3 часа уснул, потому что, честно говоря, устал. Хотя там еще шахеды где-то лазили по окраинам Киева. Но суть не в этом. Суть в том, что действительно был плотный удар. Действительно, ПВО работало, с одной стороны, хорошо, потому что много чего сбили. И статистика там показывает, что и крылатых ракет, по-моему, все даже сбили крылатые ракеты, и шахедов много позбивали. Ну вот баллистики прилетело много, там и более 30, по-моему, ракет пробились. И это имело свое отражение по прилетам, с одной стороны. А с другой стороны, те ракеты, которые сбивали, тоже, как мы знаем, обломки разлетаются там. И даже если она в озеро там какой-нибудь падает, как на левом берегу было, то выбивает стекла. И последствия, скажем так, не самые радужные. И значит, по этому поводу что можно сказать? Виден определенная логика в действиях Путина, потому что очевидно, что вчерашний разговор с Трампом, у того был день рождения, он его там с размахом отмечал, он не хотел омрачать, поэтому тот удар, который они готовили там в промежутке между 11 и 14, они оттянули сразу после дня рождения Трампа, и при этом таким образом, чтобы остаться в прайм-тайме, потому что как раз вечер был на восточном побережье в США, когда это все начало валиться на Киеве, и на области, и на Украину в целом. И, естественно, оказалось в прайм-тайме. И то, что Путин говорил там с Трампом, так же, как и Зеленский вчера говорил с Трампом, совершенно очевидно, говорили в том числе по поводу выхода в ситуацию перемирия, потому что Трамп сегодня об этом и сказал буквально. Значит, он сказал, что у меня были хорошие беседы с Зеленским и Путиным, я постараюсь продвигать соответствующие решения, и лидеры обеих стран, похоже, открыты для этого. Очевидно, с теми вводными, которые он вчера услышал от Зеленского и от Путина. И Зеленский тоже сегодня выступил с заявлениями по поводу того, что готов к перемирию, готов договариваться, так сказать, идти на переговоры с Путиным и ждет от него соответствующих решений. Но Путин, я так понимаю, он действует в логике, так же, как и Украина, находится в логике эскалации, потому что слишком много факторов для России, для Путина персонально появилось, которые ослабили их переговорную позицию. Например, когда вот едешь где-то там возле российской столицы, то сейчас вот полно таких вот видосов. Да, километровые очереди мы видим уже есть и в самой российской столице, и в других регионах около столицы. То есть это уже не только касается юга там, или ЛНР, ДНР. Налицо большой товарный дефицит нефтепродуктов, и это приобретает для России очень серьезные черты, потому что, как вы знаете, скоро начнется уборка урожая, и совершенно очевидно, что это отразится на этой уборке, потому что нехватка бензина и солярки приобрела форму тотального дефицита, особенно в прифронтовой зоне. И, конечно же, это будет сейчас и бьет уже, и будет бить еще больше по власти. И власть, собственно говоря, должна показать, так сказать, зубы. И в контексте войны они вот таким образом их показывают. И происходит обмен ракетно-дроновыми ударами, на которые украинская сторона, конечно же, тоже ответит. Конечно же, они тоже будут массированными, наверняка болезненными. И я думаю, что все лето Украина и Россия таким образом, значит, будет бодаться. Но сделка, которая
который сегодня заключили Трамп и Иран, значит, она, в принципе, показывает, что у Трампа подразвяжутся руки, а с учетом того, что козырей у него сейчас не так много на руках, то, конечно же, украинская тема для него, как это ни парадоксально, становится опять важной. И несмотря на то, что там уже и Рубио, и другие представители его администрации говорили, что там теряют интерес к украинской теме, как я уже выше процитировал, Трамп заявил о том, что готов вернуться в эту тему, потому что у него есть объективные причины, которые требуют появления карт на руках. То есть изначально он говорил, что у Украины нет карт на руках, теперь эти карты есть. И тут важно понимать, что произошло по поводу этой сделки, потому что на самом деле за несколько дней до того, как она была обнародована, я тоже как бы слышал вот ее параметры, и, собственно говоря, вот оно сейчас начинает просачиваться через иранскую прессу. Идет, правда, борьба интерпретаций, потому что нужно понимать, что иранцы, как я уже говорил, во-первых, неоднородны, потому что есть гражданское правительство, есть КСИР, между ними идет борьба, но в то же время это оставляет пространство для маневра для иранцев, потому что позволяет играть в доброго и злого полицейского, и поэтому они сливают информацию таким образом, чтобы смягчить общественное мнение у себя относительно этой сделки, а с другой стороны показать, что, значит, вот ястребы и голуби друг другу, скажем так, демонстрируют, что они укрепляют позиции. И поэтому они делают те или иные заявления, исходя из того, что может быть реакция с другой стороны в ходе вот этой вот борьбы за власть в Иране, как это всегда наблюдается, когда она есть. Так вот, значит, то, что по поводу этого меморандума США, 14 пунктов, вот какие появились в иранских СМИ. Первое. Немедленное бессрочное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана, прекращение морской блокады и открытие Ормузского пролива в течение 30 дней, вывод американских войск из районов, прилегающих к Ирану, приостановка санкций относительно нефтяной отрасли и восстановление доступа Ирана к своим доходам, планы финансирования реконструкции на сумму 300 ярдов со стороны США и их союзников, 60 дней переговоров по достижению окончательного соглашения, посвященное ядерной программе Ирана и широкому снятию санкций. Иран вновь подтвердил, что не будет разрабатывать ядерное оружие в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия, отказ от ввода новых американских войск и введение новых санкций на время переговоров, размораживание иранских активов на 24 миллиарда на период переговоров, создание механизма мониторинга и одобрения окончательного соглашения Совета Безопасности ООН и ракетные программы поддержки Ираном региональных союзных группировок будут исключены из переговоров. Значит, ну, как я уже сказал, иранцы делают заявление таким образом для того, чтобы усилить позиции вот в борьбе этих властных группировок. Потому что, например, президент Ирана Пезешкян сказал, что достигнута договоренность важный путь на пути к прекращению войны и начало переговоров, но окончательное решение еще предстоит выработать. Исламская республика Иран готова к разным вариантам событий, и правительство, независимо от того, будет достигнуто соглашение или нет, сосредоточено на искреннем служении народу. Иранский народ усвоил урок своему имама-мученика: нельзя терпеть унижение. В свою очередь, представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи также сказал, что Тегеран получил от США обещание о том, что получит доступ к замороженным активам и добьется снятия санкций. Однако, когда это будет, пока непонятно. Наряду с вопросами, связанными с ядерной программой, эта тема будет обсуждаться сразу после подписания меморандума. Значит, Трамп, в свою очередь, сейчас где эта новость, вот она. Так. Значит, Трамп заявил, что
Трамп, вице-премьер Венс, спикер иранского парламента Мохаммед Багир Галибаф подписали соглашение между США и Ираном. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в интервью Reuters со стороны США и сказал, что детали соглашения будут обнародованы в течение следующих суток либо двое, а технические переговоры начнутся позже на этой неделе. И Трамп уже начал делать заявление, что Ормуз откроется, и американские чиновники тоже об этом говорили. И, собственно говоря, да, вот и это заявление Трампа, вот оно, где он сказал, что из Ормуза начали выходить танкера, которые движутся по Южной магистрали, и он назвал ее полностью безопасной, защищенной и чистой. Значит, Трамп сказал еще также, что я даю полное разрешение на беспрепятственное открытие Ормузского пролива, одновременно санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны США. Суда всего мира, запускайте двигатели, пусть нефть течет. Нефть прогнозируемо отреагировала на это понижением цен. И, как я уже говорил, для Украины это очень хороший сигнал, поскольку у россиян очень серьезный затык был с бюджетом, который им частично удалось перекрыть за счет того, что из-за войны в Иране цены на нефть существенно выросли, и они на 40% увеличили поступление, значит, в бюджет от ее продажи. Ну вот, например, дефицит федерального бюджета России по состоянию на 10 июня составлял 6 триллионов 945 миллиардов рублей, и он снизился с рекордных 8,4 триллиона на 28 мая, но при этом план у них был дефицита бюджета в 2 раза меньше, на 3,8 триллиона. Поэтому есть допущение, что пошли, значит, запасы Федерального национального фонда, и пришлось продавать золото, как бы там юани и все такое. Была прямая эмиссия. Но суть в чем, что каждый день, когда пока сохраняется режим войны с Ираном и создается неопределенность, сейчас, секунду, и сохраняется неопределенность, которая делала вот эту вот высокую волатильность цен на нефть и, соответственно, на нефтепродукты, то россияне могли получать дополнительные доходы, которые даже с учетом нанесения ударов по их нефтяной инфраструктуре Украины, они продолжали в той или иной форме получать, и там, с помощью теневого флота там, либо каким-то другим путем, значит, и, соответственно, бюджет пополнялся, и они стали просто как бы свободнее дышать, потому что на уровне региональном, где есть масса бедных регионов, там просто возникли кризисные ситуации, потому что полбюджета уходит на войну, и начало доходить даже до того, по-моему, в Сибири, я вот читал, была новость о том, что чиновники начали жаловаться, что из-за войны, значит, возникла угроза, вот, связанная с уборкой урожая. Поэтому диспропорции, которые возникли из-за ударов по НПЗ, и, соответственно, это потянуло дефицит за собой, потянуло повышение цен, спекуляция, там все остальное, создали для вот этих вот, и не только этих регионов, проблемы, связанные с этой уборкой. Так вот, значит, Трамп, как я уже сказал, вынужден был идти на уступки, хотя они объявляют, там, что делают заявление, что вот эта сделка там лучше обамовская, там, и так далее, но на самом деле все понимают, что Трампу пришлось идти на уступки, потому что время начало играть против него. Несмотря на отсутствие Израиля, значит, заканчивать войну сейчас, когда, условно, они хотят для себя решить вопрос с ядерным оружием, чтобы его точно не было, и вопрос буферных зон, в том числе в Ливане, где они там проводят операции, и
даже этого продолжают не скрывать. Хотя Иран настаивал на том, чтобы Израиль прекратил операцию в Ливане, соответственно, хотели таким образом поддержать своих союзников. Но министр национальной безопасности Израиля вот сегодня Бен Гвир сказал, что мы должны продолжать разрушать дома на юге Ливана, мы должны продолжать вытеснять жителей из Южного Ливана, мы должны продолжать ликвидировать террористов Хезболлы в Ливане. История учит нас, что каждый раз, когда мы выбираем путь сдержанности, капитуляции или надежды на иллюзию спокойствия, мы получали еще больше террора, еще больше террора и еще больше террора. Я ясно говорю нашему дорогому премьер-министру, период бесконечных раундов боевых действий закончился ни в Газе, ни в Ливане, ни в Иране. Вот. И вот нежелание Израиля сейчас это все закончить, конечно же, упрется на то, что они не смогут проводить операции в том формате, как они делали это в формате США. И фактически Нетаньяху, который там по тем или иным причинам игнорировал требования Трампа, ну, у которого интерес на том, чтобы закрыть эту всю лавочку иранскую побыстрее, пока окончательно не грянул молот и он не пролетел на парламентских выборах. Так вот, Израиль там, по тем или иным причинам срывал либо по своим, из-за своих там действий, либо с подачи Хезболлы, там, которая тоже таким образом играла как бы под Иран, либо иранцы им говорили, ну, короче, ясно, что они играли в какой-то координации и продолжают играть и будут играть. И тем самым доставляли как бы постоянную головную боль для Трампа, потому что сохраняли вот эту напряженность, которая усиливала давление на Трампа и, следовательно, делала его слабее. Поэтому на выходе, вот как раз Нетаньяху появилось, значит, заявление там, да, вот что он сказал про отношения с Трампом. Бывают случаи, когда мы с президентом Трампа не сходимся во взглядах. Нужно мудро и осмотрительно отстаивать интересы безопасности Израиля. В США говорят, что президент Трамп делает все, о чем я прошу, а в Израиле говорят обратное, что я делаю все, о чем просит он. Так что это неправда. Это отношения между партнерами, которые давно знают друг друга. Мы часто соглашаемся друг с другом, но иногда и спорим. Так бывает в самых лучших семьях. И дальше Нетаньяху подчеркнул, что миссия всей моей жизни – это борьба с ядерной программой Ирана. С соглашением или без соглашения у Ирана не будет ядерного оружия. И ну, дальше он как бы для внутренней аудитории там сказал, что они нанесли на $1 триллион ущерб Ирану, что борьба не закончена, придется нести боевое дежурство. Мы останемся в различных зонах безопасности, которые нам удастся захватить настолько, насколько потребуется. Мы будем создавать новые альянсы со странами региона, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Короче говоря, Израиль четко показывает, что для него как бы это не перечеркнутая страница, и даже из-за того, что Штаты вынуждены выползать из этой ситуации сейчас, они все равно там могут приостановить, притушить фазу вот этого как бы горячего конфликта, но в любой момент, скажем так, он может возобновиться, только Штаты уже не будут как бы в формате этой игры. И, собственно, перевод войны в такую как бы медленную, неторопливую, с меньшим уровнем, на порядок с меньшим уровнем эскалации фазу, ну, будет напоминать то, что происходило в отношениях между Россией после 2014 года и до 2022 года, когда шла АТО на Донбассе, которая фактически потом застопорилась, и периодически там были какие-то перестрелки, но все основные боевые действия фактически заканчивались после Минских соглашений, и там за некоторыми исключениями, как это было под Мариуполем, когда там в районе одного из сел были ожесточенные бои, там весной, летом 15-го, то в принципе такой динамики такой не было, там, да, как это было раньше. Вот логика Израиля, наверное, будет такая, и эта логика выгодна как Израилю, так и Ирану, потому что, с одной стороны, на уровне между Вашингтоном и Тегераном они установили прямые отношения, как бы в обход посредников перестали действовать, и появилась ясность, в ходе которой ключевой вопрос заключается в том, кто кого кинет, и кинут ли, учитывая, сколько раз уже было заключено всяких сделок, и что они проваливались, и
собственно, учитывая сложность вообще отношений между этими странами и между союзниками этих стран, то, соответственно, эта сделка может, я думаю, там разорваться в каком-то там будущем. Вот. Но на текущий момент очевидно, что США получили стратегическое такое поражение от Ирана, которое все страны в мире, которые имели близкие отношения с американцами, заставили поставить на повестку дня вопрос относительно того, как обезопасить себя от подобных маневров в будущем и усилить свою субъектность. И, собственно говоря, это касается и Европы, и стран залива, и стран Восточной Азии. И, собственно, дальше теперь они там будут предпринимать те или иные действия для того, чтобы эту субъектность усилить. То ли в формате D7, это небольшой, а семерки демократических стран, так называемых, которые обозначил Расмуссен в своей статье, где сказал, что средние государства демократические должны выстроить альянс рабочий по принципу, кто хочет, тот идет, кто не хочет и нацелен на дебаты, тот пусть дебатирует, в любой момент может присоединиться, но те страны, те государства, которые решили, что необходимо действовать, начинают действовать особенно в плане аспектов, связанных с обороной и безопасностью, и таким образом преодолеть вот эту перманентную импотенцию, потерю времени, которую средние страны, глобальная демократия, назовем их так, демонстрируют там на протяжении последних лет, а то и десятилетий. Вот. И соответственно, вот сейчас все ждут выборы, будут ждать выборы в Штатах, потому что вот эти вот условные страны D7, которые там начинают сейчас между собой договариваться, проводят переговоры и пытаются понять, в каком направлении двигаться, чтобы создать более безопасную конфигурацию по защите их интересов. Вот. Понимают, что так же, как и Путин, так же, как и Китай, что парламентские выборы в США и возврат демократов, так сказать, в седло могут перетасовать эту колоду, а потом президентские выборы, соответственно, могут зафиксировать опять существенное изменение американской политики, которая вот так вот постоянно идет. И поэтому Путин спешит, поскольку понимает, что Трамп сейчас слаб, а через полгода может быть еще более ослаблен в результате этих выборов, хотя, конечно же, все он не потеряет, потому что у президента достаточно много полномочий, и поэтому необходимо выскакивать, лучше выскочить из войны сейчас, сохранив, так сказать, синицу в руках, чем выходить потом уже с рисками на фоне углубляющейся милитаризации Европы и США, и на фоне изменения настроения относительно Украины из-за вот этих вот успехов, которые мы там на протяжении последних эфиров неоднократно рассматривали там и систематизировали. Поэтому для Украины эта ситуация может быть опасна в каком плане? Вот была статья в Телеграфе, которая называлась «Иранская сделка Трампа. Предупреждение для Украины», которую написал Чарльз Хиллари Мур, председатель совета директоров журнала The Spectator. И, значит, там есть несколько таких моментов, на которые я хочу обратить внимание. Значит, на что он смотрит? Он говорит, что отказ Трампа провести настоящие консультации с западными союзниками перед ударами по Ирану еще больше ослабил НАТО и дал союзникам гораздо меньше влияния на любой результат переговоров и гораздо меньше позитивной заинтересованности в нем. Иран может с удовлетворением отметить, что Трамп, похоже, движется к новой версии ядерной сделки Обамы, СВПД, которую он так ненавидит, но уже без преимуществ в виде поддержки со стороны союзников Америки.
Иран не был наказан за близость к России и Китаю, а значит, он захочет сохранить эту близость. При Трампе легче быть врагом Америки, чем ее другом, и это очень печальный факт, болезненно ударит по Израилю, что фактически, как я уже сказал, Израиль тоже оказался как бы перед своеобразным китком, хотя, с одной стороны, он поспособствовал тому, чтобы Трамп влез в это болото и при поддержке там своего лобби и друзей в окружении Трампа. Но с другой стороны, как бы необходимость выхода из этого болота теперь заставляет, ну, как бы Штаты и Трампа, точнее говоря, идти на такой шаг. И соответственно, страны региона увидят, что Штаты могут своего самого ближайшего союзника на протяжении последних десятилетий в регионе поставить раком в соответствующую позицию, либо поставить перед фактом, что или ты перестаешь выделываться, или мы как бы умоем руки, как и со всеми остальными, и вы будете разгребать эти завалы самостоятельно, что в силу своей ресурсной базы Израиль не способен просто вытянуть без их поддержки. Так вот, значит, он также продолжает, что поскольку нечто под названием «мир временно восстановлено», президент Трамп будет громко заявлять об этом и переносить этот подход на другие ситуации. Он будет утверждать, что укрепил свой престиж и попытается использовать его, чтобы принести похожий мир Украине. А Россия будет знать, как этим воспользоваться. Ну, собственно говоря, то, на что Трамп намекал. И вот на этом фоне нужно понимать, что ведется многослойная игра, потому что, ну, многослойная игра со стороны Вашингтона, ну, многослойная настолько, насколько многослойно может играть администрация Трампа, потому что тут можно, скажем так, сиронизировать и сказать, яка країна, такой слой. А поскольку у Трампа, скажем так, на внешнюю политику влияют там всего несколько персон из ближайшего окружения, то, соответственно, вот эта слойность тоже как бы накладывает свой отпечаток. Но я сегодня у себя на телеге специально привел как бы такой сюжет из украино-польских отношений, которые я последние дни тщательно разбираю. Завтра у нас, кстати, будет эфир с Петром Кульпой, который вернулся из Польши как раз. И мы в 6 вечера, я вам всем советую посмотреть, я думаю, это будет очень интересный эфир. Так вот, я обратил внимание сегодня на новость, я думаю, многие обратили, что Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине, потому что Киев не поделился технологиями относительно своих БПЛА. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Значит, вторая новость заключается в том, что Минобороны Польши рискует обанкротиться, поскольку набрали очень много кредитов на 98,7 миллиардов евро и хотят увеличить заказ на F-35 истребители по технологии стелс, которые идут на замену F-16 в США и по всему миру, и являются такой универсальной платформой, которая там будет в следующие 20 лет, наверное, быть одной из определяющих там военной мощи американцев и их союзников. Так вот, значит, для того, чтобы поддерживать высокий уровень отношений с американцами, через лобби, которое есть в Польше проамериканское, были взяты большие кредиты на 98 миллиардов, и никто не мог понять, каким образом они будут покрывать эти расходы. И там не только эти самолеты F-35, там и Хаймарсы, там и Абрамсы, то есть Польша же закупила 500 Хаймарсов, причем там был казус, связанный с тем, что, ну, что значит, когда подписывали эту сделку, то там просто президент не расслышал как бы, и, так сказать, неправильную формулировку применил, и они взяли в 10 раз больше, чем должны были. Потом уже это не отыгрывалось, потому что в Штатах как бы там были просто счастливы, что такая сделка будет. Но я думаю, что даже как бы, если эта байка не соответствует истине, может быть и такое, что в любом случае налицо, ну, как бы, работа
лобби, потому чтобы как бы привязывать и использовать Польшу как дойную корову для своего собственного ВПК. То, что они делают с европейцами там, и с другими странами. И Украина в этом очень помогла, потому что вычистила весь старый хлам, не только советский, но и европейский, который и натовский в целом, который у них был со времен еще холодной войны. Так вот, министр обороны Польши, значит, он тесно завязан на трампистов, так же, как и Навроцкий. И вот эти скандалы, которые вспыхивают в отношениях между Украиной и Польшей, они могут иметь абсолютно не случайный характер, не только с точки зрения того, что есть вот эта вот объективная реальность в виде исторических обид, там какой-то вот этой вот конкуренции, там, непонимания наших национальных контекстов, но и с точки зрения того, что через своих аффилированные группы влияния американцы, республиканцы, трамписты, они играют на вбивание клина таким образом, чтобы не возникла вот эта конструкция, которая будет представлять проблему для Трампа. Потому что для Трампа важны договоренности с Путиным, которые позволяют использовать Россию в качестве пугала против Западной Европы и ценой Центральной и Восточной Европы, ценой ее ослабления, просаживания и, как следствие, сохранение зависимости западной платежеспособной Европы от Соединенных Штатов. Поэтому союз Украины и Польши и все, что с этим связано, вот переформатированием этой субъектности Центральной и Восточной Европы в сторону большей самостоятельности, конечно же, для них это является вызовом, и, конечно же, они пытаются торпедировать там через своих агентов влияния, значит, и через такие действия. Потому что объективно, если посмотреть на эту ситуацию там, по поводу МиГ-29, то логично задаться вопросом, каких вам технологий не хватает. Какие технологии Польша передает Украине в этой ситуации для того, чтобы требовать, чтобы мы ей передавали эти технологии. То есть должна быть проговаривание этих позиций, должно быть проговаривание, через какой капитал это все финансируется там, и так далее, и так далее, и так далее. Но не так безапелляционно, тем более, что Польша наверняка могла сделать это в завуалированной форме, не выносить на поверхность для того, чтобы достигнуть какой-то сделки, тем более, что переговоры по поводу этой сделки, это в прессе есть, польской, действительно идут. Поэтому вокруг Украины, вокруг этой ситуации, связанной с Украиной, идет многоуровневая игра. Мерц сегодня тоже делал заявление, что Россия уже не сможет победить военным путем, ее экономика ослаблена, и поэтому, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии, и немцы пытаются войти в этот переговорный процесс. Но, правда, как и другие европейцы, они никак не могут определиться, кто же станет их консолидированным спецпредставителем, условно говоря, по переговорам с Путиным, для того, чтобы голос Европы зазвучал, пока Путин не хочет говорить с Европой, потому что они смотрят на них серьезно, потому что они действуют в логике шаг вперед и два назад, и боятся там нарушить либо обрушить существующий баланс. Поэтому эта эскалация не закончится там в ближайшие дни и ближайшие недели, и дальше будет разворачиваться все лето она будет идти, и тут остается только, так говорится, крепиться и делать все для того, чтобы устойчивость Украины сохранилась на этот период. И после того, как мир наступит, конечно же, тоже. И тем самым мы не потеряли тот сейчас потенциал, который имеем в свете процессов, которые были последние месяцы. И сегодня произошло еще одно событие, которое подчеркивает вообще мелочность российской стороны, потому что сегодня убили
в Польше убили известного российского художника и акциониста Семена Скрипецкого, который делал жесткие карикатуры на Путина и Сталина в Бяльско-Белой, в Белой Подляске, на востоке Польши, это туда ближе к Белостоку, по-моему. Он был застрелен недалеко от границы с Беларусью, на границе Польши и Беларуси. По данным полиции, неизвестный произвел несколько выстрелов в россиянина, после чего скрылся. 44 года ему было. Он очень жестко, писал там всякие карикатуры на Путина, на Кадырова и на российскую верхушку. Честно говоря, я на протяжении последних месяцев как-то он в мой фокус попал, я думаю, это может закончиться очень печально, ему нужно быть очень осторожным. К сожалению, это произошло, и опять-таки подумайте, они потратили ресурсы, то есть они его вели, следили для того, чтобы ликвидировать мужика, который делал эти картины, выставлял их на аукционы, зарабатывал какие-то деньги. Поэтому удары по культурным объектам в Украине абсолютно не случайны. Это такая месть за то, что Украина на протяжении последних месяцев получила конкурентное преимущество на очередном витке этой войны. И они готовы опуститься даже до этого, чтобы показать, что... И тут я задаюсь вопросом, чтобы что? Провести дехристианизацию Украины, показать. То есть они сейчас могут добавить, что цель СВО демилитаризация, что денацификация, и теперь еще дехристианизация, потому что с утра до вечера кричат о великой святыне Киево-Печорской лавры, но тут же сносят, Успенский собор, крышу на Успенском соборе, и выглядят даже в глазах христианских фундаменталистов в Штатах, наверное, не наилучшим образом, учитывая, что это друзья Трампа. Я думаю, что Украине сейчас нужно брать и духовника Трампа, и других фигур, которые удалось превратить в наших союзников, и доносить до их ведома, собственно, что вся эта болтовня по поводу этих всех христианских скреп, ценностей, которые Путин смиренно показывает, когда держит эту свечечку на Пасху, когда приходят соборы, что все это просто мишура, и плевать им на все это. Так что ось такі пироги. 22-25 в студии, и мы почти закончили. Так, давайте посмотрю пару вопросов. Бать, кстати, после твоего моноэфира пойду посмотрю дебаты Бартащака и Басака, Конфедерация Романовского. О, я, кстати, пропустил их, мне самому интересно будет посмотреть. Пойду посмотрю, спасибо, что указали. Так, давайте сейчас еще парочку найдем вопросиков. Посмотрю на Романенко Шортс. Так. Так, господи, тема. Так, шорты, что вы тут пишете? Так, Катя Гудиш пишет. Эта сделка только приблизила создание ЯО в Иране. Этот вопрос недалекого времени. Трамп в очередной раз кидает Израиль. Пункт по Ливану в любой момент срывает эту сделку. Конечно же. Но с той разницей, что оставляет теперь эту возню по Ливану в рамках двустороннего конфликта между Ливаном между Израилем и Ираном. Интересно, Трамп, вернувшись к украинскому треку, понимает, что ситуация изменилась в пользу Украины, и нужно продавлять Путина на линию разграничения. Я думаю, что ему руководство спецслужб и тот же самый Рубио, много кто еще, это могут прекрасно объяснить и наверняка объяснят, но я думаю, что его интересует конкретная договоренность с Путиным и те деньги, которые нарисовало российское руководство. Поэтому будут они пытаться продавливать Украину, несмотря на те успехи, которые есть. И тот
сюжетик небольшой, который я привел с Польшей, это из этой, я думаю, из этой серии. Завтра спрошу ему Кульпу, я думаю, что он подтвердит мою догадку. Так. Щось мені підказує, що Трампу плювати, що Росії плювати на всі ці христианські штуки. Ну, посмотрим, как плевать, как бы там, и какой фактор в конечном итоге возьмет. Потому что, опять-таки, у Трампа ключевым является внутренние избиратели и те результаты, которые будут на парламентских выборах. Поэтому я сейчас думаю, что украинская дипломатия должна как раз все кинуть на вот этот трек с христианами, поскольку это как раз понятная история, и ее легко объяснить. Просто показываешь картинки и системно коммуницируешь с ними. Так, пишут, это точная информация или так же, как Капустин, Бабченко, Поздняков? Смотрите, я понятия не имею, я просто смотрю, что в польских медиа это уже везде, и я этого не исключаю. Нельзя исключать, что это операция прикрытия, что его таким образом вот закрыли, там, как это с Бабченко было, а может быть и нет. Поэтому я думаю, что скорее убийство было, чем не было, потому что он слишком безбашенно себя вел. Так. По поводу F-35 в Польше очень много обсуждений, что кнопка от самолета находится не в Польше. Ну, конечно. Так, Оксана там какая-то просилась на выход, я не видел. Какая Оксана, сейчас я посмотрю, найду. Юрій, я чув теорію про те, що війна з Іраном для Трампа була таким собі етапом протистояння з Китаєм. Яка була б роль Китаю в цій війні і її закінчення? Що отримали США і Китай в рамках війни Іран-США? Ну, смотрите, я думаю, что как бы, с одной стороны, США получили возможность хорошо заработать на нефти, и они заработали. То есть друзья Трампа в нефтяных компаниях отлично, хорошо заработали. С другой стороны, если бы эта война закончилась очень быстро, то, конечно, бы у Трампа была более выигрышная позиция, как это было с Венесуэлой. Но поскольку она продлилась и обнажила слабость, что можно войти в войну, когда захочешь, но не можешь выйти, когда захочешь, то все это восприняли как соответствующий сигнал, особенно страны залива и европейцы, с которыми никто особо не советовался, и они понесли основные издержки из-за этой войны. А модель стран залива вообще была поставлена под вопрос. Поэтому тут Штаты однозначно проиграли, потому что все поняли, что ты можешь триллионные сделки заключать, но они тебе вообще не гарантируют ни в плане безопасности, ни в плане того, что ты понесешь огромные издержки из-за того, что Вашингтон играет при Трампе так, как он сейчас играет. Вот. Китай в этой ситуации, точно, я думаю, не проиграл, потому что они спокойно переждали эту ситуацию, они не суетились, они накопили предварительно значительные запасы нефти, которые позволили им компенсировать шок нефтяной, который был на начальном этапе. То есть они демонстрируют стабильную позицию и показывают всем странам в регионе, и не только на Ближнем Востоке, но и в Азии, там, и по всему миру, что смотрите, мы предсказуемы, мы понятные, мы не дергаемся там, и так далее, и так далее. Ну и по итогам визита Трампа и в Пекин и встречи Трампа и Си Цзиньпиня, но опять-таки Трампу не удалось навязать там свою логику, потому что он практически приехал без карты, они ничего не привезли оттуда, ни в плане сделок, ни в плане каких-то прорывных договоренностей, все перенесли на сентябрь. И, собственно говоря, вот эта сентябрьская встреча теперь будет в том числе связана с ходом войны между Украиной и Россией, потому что очевидно, что будут идти какие-то маневры по расторговкам там, и предъявлению позиций там, и так далее. Поэтому ничего кроме нефти там, и частного интереса нефтяных компаний, они из этой ситуации сейчас, как мне кажется, не выдавили.
Так Польща в себе вже збирає F-35, їм, напевне, пофіг на цю чергу. Да это все чушь. Не может Польша собирать F-35 без США. Там такое количество комплектующих и технологий, что Польше никто эти технологии не передаст. Так. Так, давайте еще пару вопросиков и на покое. Вам не кажется, что мир нужен Трампу постольку, поскольку ему больше не на чем пиариться? Так я же об этом фактически сказал, что у него козырей очень мало осталось. Поэтому сейчас опять украинская тема актуализируется. Так. Давайте сейчас посмотрю, что тут еще писали выше. Вон Варитас пишет, имея некоторые знакомства в Израиле, люди считают, что США их бросили. Ну, я думаю, что это вполне объяснимая реакция этих людей. К сожалению, зеркальных ответов по Москве не было и нет. Ну, слушайте, что значит зеркальные ответы? Вот как вы себе представляете зеркальные ответы? Москва, несмотря на весь кризис 90-х годов у себя, она сохранила ракетную промышленность, в отличие Украины, и модернизировала даже ее. И поэтому производит всю номенклатуру, которая ей необходима. Украина болт забивала все время на это. И вы хотите, чтобы Украина зеркально отвечала, нарастила производство там, ракет, которые с нуля фактически создает. И преодолела все те слабости, которые были в ее ВПК на протяжении последних 30 слишком лет. Ну так это, мне кажется, слишком наивно. Да нигде они его не собирают, этот F-35 в Польше. Это речь идет о, как это сказать, сервисном центре, который может их, ну, условно говоря, проводить диагностику, что-то там ремонтировать. Там абсолютно правильно в комментариях пишут, что в Турции на то же самое претендует и ради этого отказалась от С-400. Потому что понимает, что это хорошие деньги, доступ к технологиям в долгую. Поэтому они на это идут. Так, все, ладно, давайте заканчивать, а то мне уже горло начинает болеть, садится голос. Короче, на этом будем заканчивать. 22:35. Вот такие пирожки. Вложились за 55 минут фактически. На этом что? Поддержите сбор на президентскую бригаду, которую мы давно поддерживаем, имени Богдана Хмельницкого. Я в телеге запостил сегодня этот сбор. Добавлю сейчас в описание к эфиру еще. Но легко найдете, в принципе, в телеге легко найдете. Я с утра вешал все реквизиты. Вот. И собственно, все. Дякую всім, хто дивилися. І тихої ночі. Надеюсь, що хоча б несколько дней таких атак, как сегодня было, не будет. Пока.